10-миллиметровые динамические драйвера, поддержка технологии Bass-Up, поддержка, разумеется, фирменного приложения, адаптивное активное шумоподавление до 42 дБ, функция прозрачности, 4 микрофона с шумоподавлением на базе AI, бокс, который можно использовать как подставку под смартфон, время автономной работы до 10 часов на одном заряде наушников и до 45 часов вместе с боксом. И как вы уже поняли, обо всем этом я прочел в рекламе к наушникам под названием Anker Soundcore P30i. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Упаковка стандартная для Anker Soundcore. Выполнена она из тонкого картона в бело-синем цвете. На ней здесь у нас, как всегда, название, изображение и, разумеется, краткие характеристики у модели. Упаковка простая, но не самая дешевая, что я видел. В комплекте у нас бокс, наушники, краткое руководство пользователя, кабель для зарядки Type-C и комплект амбушюр различных размеров. Габариты бокса, как и наушников, вы видите на экране. Все адекватно. Вес одного наушника составляет 4,6 грамма, а вес бокса 44,7 грамма. Звуковод круглой формы с пластиковой сеточкой и выступом для удержания амбушюр. Оформлен он неплохо. Далее, 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий под любым из роликов больше 5 слов, и либо в описании, либо в комментарии указать свое имя в телеге. Можно на русском, можно через пробелы. Подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. В продаже есть черная, белая, голубая, розовая и зеленая расцветка данной модели. Бокс выполнен из матового пластика, собран он в целом хорошо. Но материалы ощущаются слегка хуже, чем у бокса новой модели P40i, обзор на который уже был на канале. При этом дизайн что бокса, что наушников мне лично импонирует больше у P30i, хоть он и простой. Потертости и царапины на корпусе появляются моментально, сам бокс не компактный и в кармане он вам будет слегка мешаться. Далее, на корпусе расположили глянцевый лейбл с тиснением, как они любят, разъем для зарядки Type-C, LED-индикатор с выступом для удобного открытия крышки бокса, а также на дне есть крышка, после открытия которой бокс можно использовать как подставку под смартфон. И это, я вам скажу, удобно. Данное решение более устойчивое, чем в модели P40i, но в старшей модели эта функция спрятана вовнутрь бокса, что, разумеется, выглядит намного эстетичнее. Открыть одной рукой бокс очень сложно, но возможно, особенно когда привыкнешь. Крышка в открытом состоянии фиксируется, самостоятельно не захлопывается. Хлопок здесь глуховатый, люфт у крышки есть, но он незначительный. Внутри бокса расположили маркировку Left и Right, краткую информацию и 2 горизонтальных места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе гуляют, если попытаться вытряхнуть наушники из бокса, то нужно будет приложить усилия. Переходим к наушникам. Дизайн P30i интересный, особенно в зеленой расцветке. Выполнена пара из глянцевого и матового пластика, собраны наушники хорошо, но вот основная часть наушников крупнее, чем я предполагал. Исходя из этого, при длительном прослушивании музыки ощущается легкий дискомфорт. Посадка плотная и надежная, из ушей они не выпадают даже во время пробежки. Далее, на корпусе расположили по 2 микрофона на каждом наушнике с технологией шумоподавления на базе AI, логотип, контакты для зарядки и сенсорные области для управления. Из команд на борту плей-пауза, регулировка громкости, переключение треков, ответ сброс вызова, вызов голосового ассистента и переключение между режимами звуков окружающей среды. Управление удобное, настроить их возможность есть, ко всему еще и полноценно. На тапы откликаются наушники корректно, некоторые команды сопровождаются приятными системными звуками, а одиночный тап можно включить или выключить в приложении. Разумеется, с ним изредка проскакивают ложные срабатывания. Летим дальше. Оснащены наушники 10-миллиметровыми динамическими драйверами, плюс есть поддержка технологии Bass-Up, а по кодекам есть поддержка стандартных AAC и SBC. Активное шумоподавление в данной модели до 42 дБ, ANC имеет ручную настройку с 5 уровнями шумоподавления, адаптивный режим и ANC под 3 сценария использования. Как и у старшей модели, только сила шумоподавления слегка меньше. Но это не особо заметно. А также нет индивидуальной настройки ANC. Данная технология работает отлично, но звучание вместе с ней становится менее сбалансированным. Помимо ANC есть функция прозрачности, а также режим защиты от шума ветра, который хорошо себя показал в действии. Но он не спасает от сильного ветра. Разговаривать с собеседником на улице, не снимая наушники, возможно. ANC как функция прозрачности могут работать даже с одним наушником, но настройка в данном случае недоступна. Далее, заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают и переподключение бесшовное. Наушники автоматически подключаются после изъятия из бокса к ранее подключенному устройству. За что минус могли
могли бы и реализовать умный бокс. Мультипоинт до 2 устройств в наличии, он работает хорошо и адекватно. Полный цикл зарядки бокса занимает в среднем 2 часа 30 минут, наушники же заряжаются около 1 часа. Бокс не поддерживает беспроводную зарядку, в отличие от модели P40i. Напоминаю, что производитель заявляет о 10 часах автономной работы на одном заряде наушников и до 45 часов вместе с боксом, без использования ANC, активного шумодава и других функций. По моим тестам, на 100% громкости с кодеком AAC вышло 8 часов только с наушниками, а с боксом они спокойно могут прожить около 32 часов в подобном сценарии использования. К слову, 10 минут подзарядки наушников в боксе дают 2 часа прослушивания музыки. Для тестирования на водонепроницаемость я штатно окунул данную пару в воду, мой экземпляр не погиб, не пострадал, микрофоны не стали хуже работать, да и звучание не ухудшилось. Я однозначно не советую намеренно топить любые наушники в воде, под дождем я бы в них тоже не советовал ходить. Но мелкого дождика или пота они не будут бояться. Для полноценного использования наушников необходимо установить приложение Soundcore. На главной странице с подключенными наушниками мы видим заряд наушников по отдельности, ко всему еще и в процентах, но заряд бокса не отображается. Далее, помимо уже перечисленного, есть вкладка «Звуковые эффекты» с технологией объемного 3D звука, предустановками звучания в количестве 22 штук, плюс можно создать свои кастомные эквалайзеры или персонализировать стоковые. Технология объемного 3D звука хорошо подходит под фильмы, ролики или что-то подобное, и для игры ее можно использовать, но не для прослушивания музыки. Из полезного в приложении можно проверить прилегание наушников, включить-выключить тональные сигналы и уведомления о низком заряде, настроить автоматическое выключение, что хорошо сохранит заряд, воспользоваться поиском наушников и обновить прошивку. Мне, к слову, обновление уже прилетало. Летим дальше. Bluetooth чип установлен в версии 5.4, связь с устройством они держат хорошо, через одну стену не отваливались, как и через 2 стены, да и на улице фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметна в целом, как и в играх. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны слегка хуже, чем у старшей модели, при этом они неплохо передают голоса без сильных искажений. Но перегруз есть, и он заметный. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников. Anker Soundcore P30i недавно были на обзоре P40i, так что можете оценивать, какие из них лучше в одинаковых условиях. Ну и повторяю, что лучше, чем микрофоны вашего смартфона, никто у вас отрабатывать не будет с голосом с одной стороны, с другой стороны все эти наушники уже в этой ценовой категории у более-менее проверенных брендов работают адекватно, если в помещении без лишних шумов, без ветра. Вот так примерно вас будет слышать собеседник. Хотя лучше всегда стараться разговаривать либо через смарт, либо через проводные наушники, где микрофон рядом у вас с источником, либо с наушники на шнурке. Звучание с уклоном на низкие частоты, звук однозначно басхедный, так как бас мощный и глубокий. Середина неплохо проработана, высокие звучат выразительно и приятно. Если сравнивать со старшей моделью P40i, то у P30i звучание менее сбалансированное, оно достойное, и тут уже, как говорится, дело вкуса. Из минусов: бокс не умный, и подключение наушников происходит только после изъятия наушников из бокса. Нет функции Google Fast Pair, нет беспроводной зарядки бокса, нет датчиков приближения и не отображается заряд в процентах у бокса. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. К слову, в телеграм-канале скидок я и сторисы периодически записываю, иногда даже 2 раза в день во время распродаж, так что если вам подходит мой контент и моя аналитика по поводу цен и всего остального, подписывайтесь. На YouTube это дело я уже давно не дублирую. Резюмирую, Anker Soundcore P30i я бы советовал к покупке, если на них цена не была бы такой, как на P40i. Временами P40i даже дешевле можно найти. Так что от меня девайсу максимально скромное «да», и только когда P30i дешевле, чем P40i. Смотрите, что будет на распродаже. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.